Всем привет, ребята! На момент записи этого видео я нахожусь в Литве. Но я подумал, как насчет того, чтобы взять, собрать все мои видео приветствия, которые у меня были за последние пару лет, как минимум, во время моих путешествий, и скомпилировать их в одно видео. То есть, грубо говоря, все, что оказалось где-то за кадром, что никуда не пошло, я решил взять и собрать в одно видео. Как насчет этого? Так что поехали и давайте посмотрим разные моменты из жизни, скажем так. Купил тут баржу, поеду, в общем, поплыву в кругосветное путешествие. Вообще, в общем, неплохо. Начнем с этого канала. Здорово, привет с Ливерпуля. Тут у нас красиво, в общем-то, интересно. То есть, когда мы говорим Ливерпуль, мы в первую очередь говорим про Битлз, правильно? Ну и, соответственно, вот эту прикольную, так сказать, набережную, сделанную из cobblestone, то есть вот такого камня, как по-русски называется. Слышите? Это в честь того, что мне нужно пойти поужинать, звучит. Пуль Ливера, Ливерпуль, или Пуль-Пуль. В общем, Ливерпуль, столица Евровидения 2023, дамы и господа. Как-то странно, конечно, не знаю. Хотя нет, может и странно. Вроде как Англия. Все-таки здесь куча всяких групп выросла. Простые английские просторы. Просто и красиво. Что еще нужно? Даже речка есть. Я все пытаюсь избавиться от этой куртки, но не получается, слишком холодно здесь. Привет с Эдинбурга. Здесь, конечно, прохладненько. Вообще. Ну чё, когда лето-то начнется, ё-моё. Да, я бы и сам рад эту куртку скинуть, как она задолбала уже, но холодно еще. Не могу сказать, что тепло. Лето еще пока не настало. Ни в Англии, ни в Эдинбурге, по-моему, нигде тут еще. Да. Трэш. Апрель. Друзья, Шотландия меня, конечно, поразила просто вот этими всеми замками в центре, всеми этими холмами, таким размахом по-настоящему крутым. И главное дышать, и дышать гораздо больше места, чем по сравнению, скажем, с Лондоном, да, то есть есть какая-то такая серьезная разница. Ну и все эти готические стили, там, как сказать, готический стиль зданий, естественно, тоже есть. Ну, выглядит, конечно, ребят, немножко город погрязнее, чем Эдинбург. Ну, потому что, вот не знаю, конечно, видно, что он грязнее. Может, потому что он просто больше, тут народу больше живет, ну, не знаю. Хотя так по населению незаметно, что здесь много народу. Так все вроде спокойненько, размеренно, ну, странно. Короче говоря, так. Смотрите, мы вышли на воду, куда я, собственно говоря, планировал изначально пойти прогуляться. Но прям такого мега-вида, чтоб я сказал так прям вау, такого, конечно, нет. За одним исключением. Это исключение называется мост. Как вы видите, этот мост вот перед вами прям находится. Вот, он, я так понял, он какой-то навесной, что ли, что это такое, да? То есть, смотрите, как красиво смотрится. Что-то необычное совсем. По сравнению с этими такими каменными стандартными мостами, что мы здесь видим. Вот, этот мост какой-то такой интересный. А так вот, друзья, выглядело внутри трамвая. Садишься и едешь. Ну, вот и сходил я на пляж, да? Как-то, не знаю, погодка не очень к пляжу располагает. Но сейчас посмотрю, может быть, и дойду до пляжа в Абердине. Там. Город симпатичный весьма, только много советской застройки вот такой вот. Ну, вернее, не советская, а подсоветскую, да? Вот. А, еще болгарский магазин зайти, вон там где находится. Сейчас зайду. Там, думаю, интересные продукты будут. Ну, в итоге, может, до пляжа доберусь, короче. Еще поработать же нужно, ё-моё. Шотландия, Шотландия. Какая же ты холодная, а? Какая же ты холодная, это Шотландия. А нет, друзья, есть в Абердине интересные места. Весьма красиво тут даже бывает.
Ну чё, привет всем шотландцам. Что-то сегодня я припозднился. Проснулся поздновато. Что-то вчера, видимо, переходил. Но успел поработать. Сегодня успел поработать немножко даже. Вот как. А теперь я иду есть. Самое важное. Самое важное, что есть в этой жизни. Ну нет, на самом деле не самое важное. Еще важнее это путешествие. Но поесть тоже надо. Город Абердин, Шотландия. Один из местных городских парков. Как по мне, так очень красиво, ребят. Просто здорово. Вот этим вот видео я резюмирую свое пребывание в Шотландии, друзья. Это маленькая комнатушка, которая находилась в городе Абердин. Она служила мне пристанищем на 3 дня. И несмотря на то, что комната маленькая, здесь нет туалета, туалет все отдельный, туалет, ванна. Но все равно это было весьма уютно, прикольно. Но, правда, что тесновато, конечно, такая слишком уж маленькая, и, может быть, чуть побольше было прям прекрасно. Но что есть, то есть, чем богаты, тем рады. Мне всегда условия вообще были не важны. Условия пребывания всегда на 10-м месте, лишь бы было тепло, и город был приятным. Вот и все. Остальное все вообще не важно, все это ерунда. Чудо инженерной мысли, чем могу сказать? Ну ты сам посуди, вот смотри, вот нормально все, да? И вот это вот рухлит здесь. Вообще даже не смотрится. A place of execution. Now, home to the crown jewels, guarded closely by the London Beefeaters. Привет, друзья, с еще одного музея транспорта. Сейчас просто походим, посмотрим, что есть вокруг, что интересные какие экземпляры есть, примеры транспортных средств. Обратите внимание, что были вагоны только для женщин. Специальные, отдельные. Выделялись. Вот и все. Кстати, в Мексике такое вот я тоже видел. Там даже сейчас в метро отдельные вагоны для женщин. Видимо, из-за каких-то своих условий таких специфических. Ну, реально здорово. Значит, карта метро, все такое. Так, а вот сюда, я думаю, можно даже залезть. Сейчас посмотрим. О, отлично. Никого нет, можно зайти. Газету читают. Вот так вот. Знаменитые двухэтажные автобусы. Вот так вот они выглядят. Всем привет, друзья, из загнивающего Лондона. Видите, как он загнивает? По полной программе загнивает. Ляпота. Так, ребята, туристы поехали. Надо помахать им. Эй, привет, чуваки. Йоу. В ответ тишина. Ну ладно, пойдем дальше. Что я бы сказал по факту, друзья? Город Лондон, он, конечно, прикольный. Вот, здесь прикольно погулять, пожить недельку, 2. Ну, может, несколько дней, ну, просто дней, да. 2 дня даже, может, достаточно иногда. Прикольно посмотреть всякие достопримечательности, которых очень много. Много музеев, много мест прикольных. Но чтобы вот здесь жить, да ни за что. Вы что, издеваетесь, что ли, с такой погодой, с таким климатом? Конечно, здесь всегда есть что поделать, может быть интересно, но не знаю, меня в депрессию вгонит все так, всякое такое вот с такой погодой, честно. Очень не советую. Не советую. Советую прийти посмотреть. А лучше на картинке посмотреть, потому что стоит очень дорого посещение этого прекрасного города. Может быть, лучше посмотреть на картинки и забить. Вот, лучше съедете в нормальную какую-нибудь страну с пляжами, совсем так, с нормальной погодой, чтобы не ходить в апреле в куртке, блин, ну реально, ну нормальную страну выберите. Мне, кстати, оформление нравится. Даже столбов. Очень прикольно. Да и лавочек оформление классное. Ничего не скажешь. Приятно ходить. А это, друзья, за мной. Букингемский дворец. Ничего мега красивого, крутого прям я не вижу. И я сужу чисто по снаружи. Да, может, там внутри мега что-то крутое. Но как бы снаружи смотрится симпатично. А так, ну, что, дворец и дворец. Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в городе Фолькстон, который находится, по сути, на краю этого островка, который называется Великобритания, да, и через буквально этот пролив проехать, и там находится уже Франция. То есть, ну, тут малюсенький кусочек проехать, и находится там уже Франция. То есть, сегодня я нахожусь в отеле, вот таком вот отеле. Кстати говоря, не такой плохой отель. Стоит всего лишь 39 фунтов, да. То есть деньги вполне адекватные. Суть важна, вот в чем. Я хотел показать вам этот прекрасный городок. Предлагаю отметить коронацию короля вот здесь, в этом баре. Вот в этом. Вот он, мой отель позади. А я нахожусь на прогулочной набережной. Вот она какая.
И вот, мне кажется, самой прогулочной набережной и самый-то и кайф. И смотрите, как красиво. Причал, тут все дела. Кафешки, ресторанчики прямо на берегу. Такое спокойствие. После Лондона просто дикое спокойствие, умиротворение. Просто рай на земле. Погода, правда, не очень хорошая, но я планирую пойти вот туда, вот, смотрите. Видите, там какая-то крепость или что там, какое-то укрепление интересное. Типичные будки, где можно прикупить всяких ништяков, а именно еды. А снова мороженое, естественно. Какая красота, ребята. Просто класс. То есть мы еще не во Франции, а мне это уже Францию напоминает в какой-то мере. Цветы эти прекрасные. Так, а вот здешние улочки этого небольшого городка, но такого приятного и очень аутентичного. Здорово же, смотрите как. Правда, такое, знаете, как упражнение. Идешь вперед. Так, закрыто. Вперед идешь по почти горку, вот. Почти гора. Как же тут красиво, друзья. Такая красотень просто. Цветочки. Центр города просто эпичный. Такой необычный, скажем так, интересный. Английский, французский, не знаю, какой такой смешанный. То есть так очень, очень красочный какой-то для Англии, не готичный. Обычно в Англии такое готичное, такое строгое. Решил устроить перевал. Собственно говоря, вот эти вот ништяки сейчас съем. Это вот. Это. Что это такое у нас? Как это называется? Кускус. Кускус, перец, там все, всякое такое вообще. Ну, не самое плохое. Но, как вы помните, еще у меня чай есть. У меня еще есть чай. Чай розовый сухой. Какой кайф. Все поет, все цветет. Все зелененькое. Я, короче, арендовал себе поезд. Я подумал, как бы, что мне путешествие, у меня своего места, ну, как бы, транспортного средства нет. Ну, хоть вот поезд взял. Самое то. Уже приехал, на море приехал, кстати. Настоящий кайф. Что-то я забыл посмотреть еще одну интересную крепость. В городе Довер. Что находится тоже на побережье. Рядом с Фолькстоном. И отсюда я сегодня отчаливаю во Францию. Ну все, пока, Великобритания. Поехал я. Готов к встрече с Францией, так скажем. Ой, тяжела эта жизнь, тяжела. Тут ветер сдувает нереально вообще. Не кайф совсем, совсем не кайф. Франция, она такая же холодная, по крайней мере, ее северная, так скажем, часть. Вот это вот, друзья, один из самых интересных номеров, что я видел, в принципе, за свое путешествие, наверное. Не, ну видел много разных, но это вообще что-то такое неописуемое, интересное, просто класс. Вот. Правда, ванной нету, зато здесь есть раковина. Но все удобства, они снаружи. Как бы шарятся между всеми. Оп-оп. Это интересно, любопытно. Еще можно сидеть или лежать и всю ночь разглядывать это все. А также, естественно, я хотел бы вам показать Лувр. И, в общем-то, я даже хотел сюда зайти, но потом подумал, зачем оно мне надо. Там, не знаю, на комнате, там несколько картин и все. И на Мона Лизу очередь. Зачем оно мне надо? Зато тут вот на входе фотосессия. Вот тут интересная проводится. Любопытная.
Ну и ладно, в общем, пусть проводят. Продолжаем нашу прогулку. Что меня всегда удивляло в людях, что они постоянно куда-то спешат и пытаются, сказать, максимально выжать каждую секунду времени. А надо прогуливаться спокойно, отдыхать, смотреть на все изобилие вокруг и наслаждаться Парижем. Вот, например. Вот вообще, да, одна из моих любимых улиц, кстати говоря, это. Не знаю почему. То ли архитектура здесь просто так вот меня завораживает, то ли это вот... Смотрите, как все тут активно происходит. Аж страшно. Дайте пройти, блин. Вот. Очень много народу. Все куда-то спешат. И это вот, конечно, забавно. Люди отдыхают, пьют пивко, наслаждаются жизнью. И это здорово. Смотрите, как красиво. Я просто иду по улицам, да, снимаю все, что есть вокруг. И, в принципе, вот это вот, мне кажется, это весьма интересная такая прогулка получается. Не знаю, как вам, пишите в комментариях, как вам доставляет удовольствие или нет. Мне лично самому доставляет. То есть я порой могу просто ходить и кайфовать от всего вокруг. Потому что, почему нет? Вот на велике можно прокатиться, кстати говоря. Здесь много где есть. Было бы весьма интересно бы. Так что да, ого, какая сумка. Тут немереное количество площадей, красивых мест, зданий. Можно ходить просто. Постоянно по этому городу и что-то новое узнавать. Потому что с каждого ракурса что-то новое. Я серьезно, я не знаю. Я гуляю, как кажется, вот все, я уже что-то тут уже увидел достаточно много, но нет. С другой стороны здания заходишь, и там что-то еще открывается. Короче, напичкано, натыкано столько всего. А еще и весна, смотрите, тут все расцветает. А еще магазинчики всякие здесь вот. Тут симпатично, короче говоря. Можно пройтись. Ну, да, интересный город, конечно, но не дешевый. Не дешевый, ребят. Я бы не сказал, что здесь мне прям приятно, кайфово. Готовьтесь тут, короче говоря, дофига капусты оставить. Потому что он не дешевый. Конечно, дешевле Лондона, но не намного. Не намного. Все равно дорогой. Я думаю, во Франции в целом подешевле будет, чем здесь. Но Париж дорогущий, конечно. Ну, оно, в принципе, разумно и логично, но вот так вот. Вот здесь вот можно поймать паром и прокатиться по речке, да? Но почему нет ни остановки, никакого, не знаю, ни ларька, где можно купить билеты? Почему все в онлайне? Почему это единственная опция, ребят? Ну вот я реально не понимаю. Ведь можно было сделать бы. Ну вот как вот я куплю сейчас что-то? Я захожу на сайт, там все записано по-французски, ничего не понимаю. Добрейшее утро. Я нахожусь на мосту между Францией и Германией. Я прошел полпути, за мной уже Германия. Вот и все. За нами Берлин, как говорится. Какая красота, друзья. Вот за это я люблю Европу. За такую вот интересную красотень. Ярмарки, вообще просто кайф. Все-таки решился я взять тур. Сейчас посмотрим. Вот на фоне собора как раз стартуем. Вот такой вот вид на морскую гладь в Страсбурге у нас. В общем, очень красиво, очень симпатично. Так себе, не очень.